Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим яблочный пряный торт. Есть уже в нашей коллекции морковный пряный торт, пусть будет и яблочный. Для приготовления коржей мне понадобятся яйца, мука, сюда я уже добавила соду, также еще 1,5 ложки разрыхлителя, соль. Буду использовать два вида сахара, это коричневый сахар и белый, молоко комнатной температуры, яблочное пюре. Можно использовать и готовое яблочное пюре, допустим, детское. Я же проварила яблоки в течение 10 минут в простой воде, никакого сахара, а далее перебила просто блендером. Можно использовать и сито. Растительное масло без запаха. И приправы. Сегодня будем использовать приправы фирмы Камис. Специи, приправы, травы и другая продукция Камис производится только из натурального сырья и самого высокого качества. Я буду использовать мускатный орех молотый, имбирь молотый и корицу молотую. Можно использовать готовую пряную смесь. Я вот такую смесь для пряничного печенья использую уже в течение полугода. Добавляю ее при изготовлении пряничного теста и очень довольна. Необходимое количество перемешиваем просто с мукой. И отставляем пока в сторонку. В яйца добавляем щепотку соли. Сюда же отправляем сахар. И ставим взбиваться на самую большую скорость. 5-7 минут будет вполне достаточно для этого процесса. И по очередности будем вводить сюда масляно-яблочную смесь и сухие ингредиенты. Я уже масло, яблочное пюре и молоко между собой смешала. У миксера меняю венчик на лопатку и ставлю на минимальную скорость. Нам необходимо лишь все перемешать. Вот такое шикарное тесто получается. Разделяем тесто на две формы. Мне просто удобнее выпекать в двух формах. Если у вас нет форм одинакового диаметра, то можно выпекать сначала в одной. Тесто может вполне подождать на столе. Забыла сказать, форма у меня 20 сантиметров в диаметре. И получилось у меня на каждую форму по 700 граммов теста. Отправляем в духовку. Духовку разогреваем до 175 градусов. Выпекаем до сухой зубочистки. Все, 35 минут у меня выпекались коржи. Вот такие вот они красивые. Даю немного остыть в форме, затем минут через 10 можно уже будет вытащить и полностью остудить коржи на решетке. После остывания, как всегда, мы заворачиваем пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно где-то на пару часиков. Коржи в холодильнике отдыхают, и мы можем приступить к приготовлению карамельного соуса. Для него мне нужны будут жирные сливки, сливочное масло, вода, сахар и инвертный сироп. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, а сливки нам необходимо подогреть. Лишь довести до кипения, чтобы снизить температурную разницу между горячей карамелью и сливками. Воду добавляем в сотейник, к сахару и инвертному сиропу и ставим на средний огонь. Помешивать ничего не нужно, лишь из стороны в сторону можно покачивать кастрюлю, пока у нас полностью весь сахар не растопится и карамель не приобретет красивый янтарный цвет. Карамель я проваривала до 165 градусов, затем мы сразу же вливаем в кипящую карамель сливки и туда же добавляем сливочное масло. Затем сотейник опять возвращаем на плиту, убавляем огонь на минимум и провариваем в течение 7-10 минут. Карамельный соус готов. Чтобы быстрее остывал, перелью в другую чашу. Карамельный соус нам необходимо полностью остудить. Ну и перед самой сборкой мы сделаем крем. Крем я буду использовать творожный. Он мне очень нравится, и поэтому я хочу его как можно больше вариантов тортов именно с ним сделать. Поэтому буду готовить именно его. Нам нужны жирные сливки, творог у меня 9%, сахарная пудра. И я еще буду добавлять прям в сливки перед взбиванием ванильный сахар. Сливки должны быть обязательно охлажденные, творог должен быть комнатной температуры. Сливки, как всегда, начинаем взбивать с самой маленькой скорости, постепенно увеличиваем скорость и так до плотного состояния. Пока взбиваются сливки, одновременно с этим процессом можно перебить блендером творог и сахарную пудру. Взбили сливки, теперь добавляем сюда творожную массу нашу и перемешиваем на самой маленькой скорости. Коржи после холодильника разрезаем пополам, а карамельный соус для удобства переношу в кондитерский мешок. Торт я буду делать без пропитки, потому что коржи достаточно влажные. Собираю, как всегда, в кольце и классическая сборка. Корж, крем, карамель. Корж, крем, карамель. Прямо на соус кладу следующий корж.
Накрываем последним коржом. Все, сборка завершена. Можно ставить торт в холодильник, отстояться примерно где-то на 6-8 часов. Отстоявшийся торт достаем из холодильника, снимаем кольцо, у нас будет голый торт. Я лишь немного сделала еще дополнительную порцию крема, чтобы покрыть верхушку. Использовала обычную круглую насадку и немного сверху присыпала какао-напитком. Вы можете принять участие в конкурсе «Вкус огня» от Камис и выиграть один из еженедельных призов. Более подробно об этом конкурсе вы можете узнать по ссылке в описании. Наконец-то пришло время сделать разрез и попробовать наш пряный торт. Попробуем кусочек, что мы здесь сделали. Становлюсь предсказуемой и скажу, что это очень-очень вкусно. В меру сладкий торт, как мы любим. И меня приятно удивило то, что сочетание пряности Камис именно не перебивают друг друга. Я почему-то ожидала, что будет пряничный торт, то есть будет такое ощущение, как будто я ем пряник имбирный. Нет, именно послевкусие пряничное остается, а первый вкус, который вы чувствуете, это сочетание карамели и творога. Нам очень понравился этот торт. Если вы хотите пропитать, то пропитку можете использовать на свой вкус. Можно просто использовать сахарный сироп. Мне же показалось, что здесь пропитка излишняя, так как коржи получаются достаточно влажными. И они достаточную пропитку берут и от карамельного соуса, и от творожного крема. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.